высокая или низкая оплата. Здесь эксперимент готовится довольно долго. Опишем процедуру так. Начинается все с того, что, например, дается реклама, что проводятся интересные, увлекательные психологические опыты. Набирается много желающих. Первая группа входит в комнату для проведения опытов, и им предлагают утомительное, монотонное занятие в течение какого-то достаточно долгого времени. Ну, скажем, задание на мотивационное насыщение – рисовать кружки. После этого спрашивают, ну, как вам наше интересное занятие? Да какое оно интересное? Это совершенно глупое задание, абсолютно неинтересное и утомительное – рисовать кружки. И тогда экспериментатор говорит, вы правы, все так, но смысл в другом. Дело в том, что мы просим вас помочь нам. Мы бы очень хотели, чтобы вы выполнили нашу просьбу. Мы потом объясним, почему. И, кстати говоря, конечно, просьбу оплатим, если она будет выполнена. Там за дверью есть другие желающие участвовать в эксперименте. Так вот, надо выйти к ним и сказать, что задание соответствует рекламе, оно увлекательное, интересное и так далее. Кто-то не согласился. Мы уже сказали, плохой испытуемый. А положим, кто-то согласился. И опять две группы. А простоты ради просто 2 человека. Вот 2 человека вышли и выполнили просьбу экспериментатора. А потом, ну скажем, в какой-то соседней комнате, каждый в своей ведомости расписался и получил оплату. Надо сказать, что до некоторых пор нельзя было сказать, какую, потому что деньги, как бы не имели в нашей стране того смысла, который он обычно имеет в различных странах мира. А сейчас уже можно. У Фестингера было так. Один человек получил $15. Ну, скажем так, достаточно высокая оплата. Он выполнил просьбу экспериментатора, помог психологической науке, получил оплату, замечательно. А другой человек получил $1. Ну, как-то вот, скажем, это совсем не то, что он ожидал. И опыт продолжается, он близок к завершению. Когда настоящий уже помощник экспериментатора, все завершено, он просит в самом конце того и другого заполнить некую анкетку, там фамилия, адрес и так далее, и среди прочего некие шкалы, посвященные ответам на вопрос, так каким же все-таки было вот это задание? Рисовать кружки. Было ли оно увлекательным и интересным? Результат такой. Результат не всегда ожиданный. Не каждый из нас с ним согласится, но факты таковы. Человек, который получил высокую оплату, избежит диссонанса. Он ответит точно так же, как считал ранее. Задание неинтересное. Почему? Потому что это подобно жесткому приказу. Акт завершен. Просьба выполнена и высоко оценена. Менять мнение незачем. А вот тот, кто получил невысокую оплату, тот, во-первых, довольно долго сидит с этой анкетой и начинает выискивать всякие дополнительные аргументы к тому, что он вроде бы и не солгал, что, может быть, там действительно кружки, например, их можно по-разному группировать, и в этом найти интерес и так далее. То есть он начинает себя уговаривать, он попал в диссонанс. И тогда мы скажем, что вот до сих пор сам факт диссонанса, наверное, понимался нами как негативный. Но на самом деле это не всегда так. Подумаем, почему. Ответ простой. Потому что противоречие, в принципе, противоречие, например, диссонанс, это источник развития, это возможность развития. Человек без диссонанса рискует оказаться ригидным, жестким, а человек сомневающийся имеет возможность повысить свою когнитивную сложность.